В конце ноября прошлого года на корейских серверах Aion было установлено обновление 7.0, в котором добавили новый класс Painter, в переводе на русский «художник». Первое впечатление новый класс вызывает неоднозначное. Бегает в тряпках для физиков, использует какой-то аэрограф и умудряется сломать вроде бы уже устоявшийся баланс Aion с 6-й версии своими новыми механиками. И с вами Глад Данте, вы смотрите обзор художника, в котором я вам покажу и расскажу о ключевых моментах нового класса, после просмотра которых вы решите, стоит ли играть за него и каким образом он сможет противостоять вашему классу. Поэтому запасайтесь чаем с печеньками, видео будет долгим. Художник идет по ветке артиста, где на 10 уровне можно выбрать данную профессию, кардинально изменив направление развития самого класса. Если барды являются магическим классом и используют аналогичную ткань, то художники являются полноценным физическим классом и, естественно, одеваются в новый вид брони – ткань с физическими параметрами. Этот пункт мог бы вызвать удивление, если бы после обновления 6.0 с плюсом разработчики оставили различия между магическими и физическими классами. Кто забыл, маги наносили магический постоянный урон без разброса с силой крита 50%, в то время как у физиков урон был с разбросом и разной мощностью критов. Например, сила крита у стрелков и чародеев была на уровне 70%, то есть критрейт луков и посохов был и есть 1,7, у копий и двуручных мечей 1,8, у булавы 2, меча 2,2 и у кинжалов максимальный 2,3. Добавить сюда еще блок физы маг крита, который снижал критический урон по вам, и от критрейта врага можно было отнять в среднем около 0,2 критрейта. Также еще можно вспомнить, что гладиаторы с помощью второго дыхания разгоняли кап блоков физ крита 700 единиц, и криты лучников и чародеев по гладиаторам были равны их стандартному урону. Возвращаемся в настоящее время. В обновлении 6.0 критрейт остался, а блок физы маг крита с кучей других характеристик были упразднены. Вместе с этим убрали разброс урона у физических умений. То есть сейчас физические классы наносят урон умениями такой же, как и магические до обновления 6.0 с плюсом, с поправкой на мощность критов. А теперь объясняю, зачем я все это рассказывал. В данный момент особой разницы между магами и физиками нет. Все классы наносят постоянный и стабильный урон, который зависит только от показателя атаки и защиты врага. То есть, если волшебника внезапно сделать физиком, то он будет наносить такой же урон с поправкой, что латы станут получать чуть меньше, а ткань чуть больше. Еще необходимо сделать поправку и на прохождение урона. Физики под слепотой и по уклонению промахиваются, по парированию и блоку щитом бьют меньше, в то время как магические уроны и дебафы можно отразить с помощью магического сопротивления. И теперь вы готовы. Вы готовы увидеть и не испугаться цифр урона некоторых умений у художника, даже несмотря на то, что это физический класс. Удар художника 6300 и нарисованный монстр на максимальном заряде бьет 9750. Это два самых мощных умения у художника, а монстр самое мощное умение по урону в игре. Но, повторюсь, сильно не пугайтесь, шотать в PvP монстром никто не будет, по крайней мере в равноодетом шмоте точно. Но к умениям мы еще вернемся, тем более есть умение, которое бьет больнее удара художника. Оружие, которым пользуется художник, называется аэрограф. Также еще можно носить арфу, но пользоваться умениями барда выше 10 уровня не получится, поэтому смысла в этом нет. Начальная скорость атаки у аэрографов, как и у посохов, 2,0. При скорости атаки 50% скорость опустится до 1 единицы. При использовании кассинеля до 0,8. Также критрейт у художников такой же, как и у посохов чародея, 1,7. То есть сила крита художника будет составлять 70%. Для примера, вы нанесли обычным умением почти 21 тысячу урона, соответственно критом цифра увеличится на 70%, до 35 тысяч урона. Дальность атаки художника 15 метров, и это означает, что художник будет находиться между классами ближнего боя и дальнего, то есть в бою с миликами придется постоянно рвать дистанцию, а в бою с дальниками наоборот, пытаться любым способом не дать разорвать дистанцию. И художники принесут с собой новую игровую механику – активная дота. Есть набор умений, который позволяет замедлять, наносить урон, бить по оковам или парализовать цель с помощью луча, но при его поддержании сам художник получает замедление бега, и при использовании
использования другого умения луч сразу же прекращает свое действие. Учитывая, что художники носят физическую ткань, то, естественно, получать от физиков они будут намного больше, чем от магов. Не забываем, что под действием физ-салов художники не смогут пользоваться физическими умениями, но кидать магические дебафы вполне, как и снимать с себя все дебафы, включая физическое сало, с помощью одной стигмы, но об этом позже. По геймплею художник очень сильно похож на снайпера версии 4.0. Очень быстрый динамичный класс с минимальным количеством защиты и максимальным уроном. Художник должен навязывать бой и пытаться избавиться от цели как можно быстрее. В противном случае, если бой затягивается, то художник либо умирает, либо убегает. Данный класс имеет лучшее умение для навязывания боя, либо его избегания. 2 блинка на 15 метров с откатом 7 секунд. Это означает, что от художника большинство классов просто не сможет убежать или догнать его. И учитывая размеры новой карты Деумы, художнику точно хватит места для реализации потенциала своей мобильности. Но прежде чем мы перейдем к осмотру всех умений художника, хочу затронуть тему подготовки экипировки для людей, которые хотят на старте 7.0 уже сменить свой класс на художника. Максимум, что вы можете подготовить, это только сундуки с бижутерией, крыльями, пером и браслетом крови гнева, либо ДЭВа заступника. Учитывая, что они красные, то их можно будет очнуть на 15 и переделать в новый эпик обновление 7.0, накопив, конечно же, необходимые ресурсы. Оружия и брони на художника до обновления просто не существует, поэтому откладывать сундуки с пушками и броней смысла нет. Также еще можно подготовить сундук, либо крафт-шапку на физика из 6 версии. Дело в том, что начиная с обновления 7.0 все новые шапки имеют ограничения на классы, которые могут его использовать, но старые шапки эти ограничения не имеют, и в 6 версии все еще можно использовать шапки другого класса. Например, у моего гладиатора для ПВЕ используется шапка чародея. И здесь в окне крафта я не вижу ограничений на ношение физической шапки другого класса на художнике из версии 6.0. Поэтому можно подготовить и шапку, которой на первое время вполне хватит. Теперь же мы переходим ко второй части обзора – умения художника и их анимации. Для начала рассмотрим обычные умения. Первое умение – шарик с краской. Относится к эмоциям. Можно кидаться в игроков и НПС. Просто окрашивает и все. Второе – серия. Снятие шока, обращение в камень. Снятие шока — это стандартный антишок, а обращение в камень позволяет накинуть окаменение на 3 секунды. Новый вид контроля в игре аналогичный Феру Заклинателя, но при этом вся защита окаменевшей цели значительно увеличивается. Сама цель при этом двигаться не может. Само окаменение можно снять очищением целителя либо барда. Третье — лечение травами, такое же стандартное умение, как и антишок. Четвертое — серия, яркая акварель и чудодейственная акварель. Тот самый двойной блинк с откатом 7 секунд. При использовании снимает все негативные эффекты передвижения. Подготовка 1 секунда. Скорость магии влияет на скорость каста. Пятое. Оковы времени. Обездвиживание на 10 секунд. Откат 30 секунд. Умение имеет скрытое увеличение маг-точности плюс 500. Шестое. Рисование мишени. Дебаф на 10 секунд, который увеличивает урон по цели на 10%. Откат 10 секунд. Союзники также наносят увеличенный урон, что автоматически увеличивает весь ДПС группы на 10% и делает художника незаменимым в данжах. Данный дебаф невозможно снять очищением. Седьмое. Выстрел краской. Очень слабое умение с откатом 1 секунда. Вероятность шанса критической атаки увеличена в 2 раза. Восьмое. Серия выстрел краской. Разъедающая краска, мощный выстрел. Стандартная спам-серия с быстрым КД. Первое умение наносит небольшой урон и переводит 30% урона в ману. Откатывается 5 секунд. Второе умение наносит также небольшой урон и накладывает дебаф на снижение физзащиты. Откатывается 2 секунды. Третье умение наносит чуть больше урона и при этом оглушает цель на 1 секунду. Откат 20 секунд. Все 3 умения имеют двойной шанс крита. Девятое. Серия. Внезапный удар, гибельная мощь, отступление. Комбо-серия, наносящая в сумме большой урон. Первое умение наносит небольшой урон, переносит художника за спину цели и оглушает ее на 2,5 секунды, откатывается 40 секунд. Второе умение наносит большой урон, при этом накладывает дебаф на 5 секунд, который снижает силу исцеления цели. Снять дебаф очищением нельзя, откат 30 секунд. Третье умение наносит небольшой урон и отбрасывает художника от цели на 10 метров назад, откат 20 секунд. Все 3 умения имеют скрытые эффекты, которые вы видите на экране. Десятое. Бомбы с краской. Массовое умение со средним уроном. Откат 24 секунды. Требуется небольшое время для подготовки. Наносит АОЕ урон в радиусе 6 метров от точки использования. Не критует. 11. Сокрушительное вдохновение. Секторное умение со средним уроном. Бьет спереди от художника цели в радиусе 15 метров. Шанс крита увеличен в 2 раза.
12. Цвет воскрешения. Очень мощное защитное умение. Эффект действует 10 минут, перезарядка 10 минут. На время действия ненамного увеличивает физзащиту художника. Срабатывает при получении смертельного урона, восстанавливая 20 тысяч хп. Действует просто как дополнительные 20 тысяч хп. Не защищает от урона, превышающего суммарное количество хп художника с данным бафом. То есть пережить ваншот босса в данже не получится. 13. Помощь музы. Первое ДП умение является бафом. Стоимость 2000. Увеличивает на 30 секунд скорость атаки на 30%. Физатаку на 500 и физкрит на 2000. Откатывается минуту. 14. Пленяющая краска. Второе ДП умение является контролем. Стоимость 4000. На 10 секунд оглушает цели ее союзников в радиусе 5 метров от нее и наделяет их неуязвимостью к урону. Дебафы накладывать можно. Также цели с помощью антишока могут избавиться от эффекта оглушения. Откат 10 минут. Теперь же перейдем к стигмам. Художник имеет набор из 8 зеленых, 6 синих и 2 голдовых стигм. Также, в зависимости от комбинации 3 синих и 1 голдовой, есть 2 скрытых стигмы. И не забываем про третью скрытую стигму, если использовать солянку из стигм. Начинаем с зеленых стигм. Первое. Пальба краской. Триггер 4 повтора. Наносит средний урон. Перезарядка 24 секунды. Шанс крита увеличен в 2 раза. Второе. Часовая бомба. Дебаф, который срабатывает через 4 секунды. Наносит огромный магический урон и накладывает кровотечение на 7 секунд. Перезарядка 30 секунд. Учитывая, что урон магический, по факту он будет не таким прям и огромным. Третье. Краска безмолвия. Очень слабое умение. При нанесении урона накладывает на цель немоту на 3 секунды. Откат 30 секунд. Умение имеет скрытое увеличение маг-точности на 300 единиц. Четвертое. Печать исцеления. Дебаф, который на 5 секунд увеличивает время подготовки исцеляющих умений цели на 100%. Откат 30%. Снять дебаф нельзя. Отличный дебаф против вражеского целителя. Пятое. Сверкающая глазурь. Баф, который позволяет в течение 3 секунд уклоняться от всех физических и отражать все магические атаки. Откат 30 секунд. Невозможно снять с помощью сжигания чар. Шестое. Силовой барьер. Баф, который на 8 секунд позволяет снизить входящий урон на 50%, при этом дает 100% защиту от физического сала. Если немота имеет комбинированный эффект, то есть накладывает и физ, и маг сала, то она также не проходит. Можно снять с помощью сжигания чар. Откат 1,5 минуты. Седьмое. Духовное очищение. Баф, который снимает все снимаемые негативные эффекты с художника и увеличивает скорость движения и полета на 6 единиц в течение 7 секунд. Также с помощью данной стигмы можно снять физическое сало. Само ускорение можно снять с помощью сжигания чар с художника. Откат 1 минута. Восьмую стигму мы оставим на потом. Теперь же о синих стигмах. Первая. Грозовая краска. Наносит средний урон и накладывает на 12 секунд дебаф, который каждые 3 секунды продолжает наносить средний урон и оглушать на короткое время. Откат 1,5 минуты. Шанс крита умения увеличен в 2 раза. Второе. Ярость Творца. Наносит средний урон. Если цель в состоянии окаменения, то дополнительно наносит огромный урон и отталкивает ее. Откат 30 секунд. Шанс крита увеличен в 2 раза. Третье. Окаменевший шедевр. Заряжаемое умение. Накладывает окаменение максимум на 7 секунд. Физ и маг защита цели значительно увеличиваются. Откат 1 минута. Можно снять с помощью очищения целителя или барда. Четвертое. Извержение краски. Умение со средним уроном. Поднимает цель в воздушные оковы. Откат 2 минуты. Пятое. Концентрация на мишени. Аналог мишени, но увеличивает урон на 30%. Невозможно снять диспелом. Откат 2 минуты. Шестое. Липкая краска. Умение со средним уроном. Накладывает дебаф на 6 секунд, снижающий скорость передвижения. По истечению времени накладывает дополнительное обездвиживание на 4 секунды. Имеет скрытые эффекты, которые вы сейчас видите на экране. И осталось рассказать про голдовые стигмы. Первое. Удар художника. Наносит огромный урон. Перезарядка 30 секунд. Шанс крита увеличен в 2 раза. Второе. Узы свободы. Умение с новой механикой. Накладывает поддерживаемое окаменение на 10 секунд. Художник при этом замедляется. Получение художником любого контроля, либо разрыв дистанции, либо использование любого другого умения отменяет эффект окаменения. Также эффект окаменения можно снять с помощью очищения целителя или барда. Откат после прекращения использования 30 секунд. Теперь же переходим к 3 скрытым стигмам. Первое. Гравитационная краска. Для этой скрытой стигмы необходимы голдовые узы свободы плюс 2 из 3 синих стигм, окаменевший шедевр или липкая краска или концентрация на мишени. Гравитационная краска – отличное умение с массовым уроном.
При начальном использовании наносит средний урон и стягивает к точке использования умения всех врагов в радиусе 10 метров с помощью удочки. Также накладывает замедление передвижения на 7 секунд. Оставляет после себя лужу, которая в течение 12 секунд каждую секунду наносит очень хороший урон. Перезарядка 1,5 минуты. Эффект замедления можно снять диспелом. Второе. Нарисованный монстр. Для этой скрытой стигмы необходим голдовый удар художника плюс 2 из 3 синих стигм, грозовая краска или извержение краски или ярость творца. Нарисованный монстр – заряжаемое умение с огромнейшим уроном. На максимальном заряде урон составляет 9750 единиц. При этом шанс крита увеличен в 2 раза. Перезарядка 1 минута. Третье. При использовании любого набора стигм, отличных от двух других, открывается третья скрытая стигма – Узы Шторма. Узы Шторма. Поддерживаемое активное умение. В радиусе 5 метров от художника появляется зона, которая наносит средний урон каждую секунду в течение 7 секунд. Есть небольшая вероятность оглушить противника. Во время использования передвигаться нельзя. Перезарядка 1 минута, и она начинается сразу после прекращения использования умения. Теперь же мы переходим к активным дотам. Про Узы Свободы вы уже узнали, но голдовая стигма скорее является активным дебафом. Сейчас же я вам расскажу про абсолютно уникальные умения художника. Основная фишка этих умений в том, что их необходимо поддерживать и не допускать разрыва дистанции между художником и его противником. Самое печальное, что любое получение контроля художником, либо разрыв дистанции, либо использование любого другого умения прекращает действие данных лучей. Начнем с обычного умения, которое вам становится доступно на ранних уровнях. Первое. Узы Гнева. Умение со средним уроном. Если данное умение поддерживать на цели в течение 7 секунд, то оно нанесет урон максимум 15 раз. При использовании художник получает минус 5 к скорости передвижения. Имеет повышенный урон в ПВП на 30%. Второе. Узы Времени. Умение со слабым уроном. Если данное умение поддерживать на цели в течение 10 секунд, то оно нанесет урон максимум 21 раз. Во время действия замедляет цель на 60%. При этом сам художник получает минус 5 к скорости передвижения. Третье. Узы Жизни. Стигма, доступная с 20 уровня. Если данное умение поддерживать на цели в течение 8 секунд, то оно нанесет средний урон максимум 17 раз. При использовании художник получает минус 5 к скорости передвижения. При этом 20% урона переводится в ХП художника. Также имеет повышенный урон в ПВП на 30%. Четвертое. Узы Расплаты. Умение с высоким уроном. Можно использовать по противнику в воздушных оковах. Наносит урон 3 раза в 1 секунду. При использовании художник получает минус 5 к скорости передвижения. Имеет повышенный урон в ПВП на 30%. И еще немного информации. Данные лучи абсолютно физические, то есть они могут уйти в уворот, либо иметь пониженный урон, если начальный удар пришелся в парирование или блок щитом, или любое другое умение, снижающее входящий урон, плюс они могут критануть. Также весь последующий урон умения идет исходя от самого первого удара. То есть если вы использовали умение при движении вперед, то весь урон луча будет увеличен на 10%, даже если вы будете стоять на месте. А если первый удар ударит в блок щитом или парирование, то весь последующий урон луча будет пониженным. Ну а если первый удар кританул, то весь последующий урон будет кританувшим и увеличенным на 70%. Проблема в том, что нет визуального эффекта срабатывания крита или удара по защите врага. Надеюсь, это баг отображения и его в будущем пофиксит, иначе юзая луч постоянно придется отвлекаться на цифру урона и отменять его, если урон будет слишком низким. Добавлю, что урон лучей проходит сквозь щиты, неджакан танков или даже железо волшебников или щиты целителя, абсолютно пофиг. Лучи художника прожигают сквозь щиты. При этом, если целитель прожмет щит после антишока, то скорее всего он так и умрет, потому что урон лучей щит не снимает, а пока замешкавшийся хил снимет щит и попытается исцелиться, может быть уже поздно. Про активные доты все. Теперь переходим к умениям Деваниона. Первое умение, у которого можно выбрать эффект Узы Гнева. Первый эффект Узы Ярости имеет увеличенный урон и скорость атаки луча, то есть наносит за 7 секунд 22 удара с увеличенным уроном в сравнении с Узами Гнева. Естественно, данный показатель делает этот эффект самым важным для класса, но для галочки можно посмотреть и на второй эффект. Узы Стойкости. Имеет аналогичные свойства, как и у Уз Гнева, но при этом во время действия увеличивается маг и физ защиты художника на 1500. Если бы к данному эффекту было добавлено небольшое увеличение защиты от шока, то возможно смысл его использовать был бы, но увы. Учитывая, что сбить луч художнику не так уж сложно, данный эффект остается бесполезным и использовать его можно разве что только в начале игры, пока нет Уз Ярости. Кстати, повышенный урон в ПВП у обоих эффектов никуда не делся. Второе умение с выбором эффектов – Узы Времени. Первый эффект – Узы Гравитации. Уменьшает скорость передвижения цели на 95%.
на 35% сильнее, чем узы времени, в остальном без изменений. Второй эффект – путы времени. Вместо замедления обездвиживает цель и имеет повышенную маг-точность. Третье умение здесь уже поинтереснее. Первый эффект, который можно изменить сокрушительному вдохновению – бесконечное вдохновение. Урон увеличен на 50%, и при этом его можно использовать 2 раза подряд. Комментировать, думаю, не нужно. Второй эффект – взрыв красок. К эффекту сокрушительного вдохновения добавлено отталкивание цели. Вполне неплохой выбор для игроков. Либо иметь увеличенный урон, либо лишний контроль. Каждый должен будет решить сам. Четвертое умение – внезапный удар. Первый эффект – неожиданная атака. Увеличивает урон более чем в 2 раза. Второй эффект – атака остается прежней, но увеличивается стан на 1 секунду и снижается время перезарядки до 30 секунд. Также отлично проработаны умения, которые предоставляют игроку выбор – либо нанести больше урона, либо продержать противника дольше в контроле. Последнее, пятое умение, для которого на выбор есть аж 3 эффекта умений – цвет воскрешения. Первый эффект – цвет воскрешения зеленый, увеличивает количество восстанавливаемого ХП до 35 тысяч. Все. Второй эффект – цвет воскрешения красный. При срабатывании эффекта активируется эффект стигмы сверкающая глазурь. Напомню, она дает 3 секунды уворотов физ и сопротивления маг-атакам. Перезарядка такая же 10 минут. Третий эффект – цвет воскрешения голубой. Снижает время перезарядки умения до 5 минут. И все эффекты умений по-своему хороши, но как мне кажется, третий эффект с уменьшенной перезарядкой имеет преимущество над другими, так как его можно чаще использовать. При этом, если оно висит на художнике дольше 5 минут, то в случае его срабатывания можно будет активировать данное умение еще раз, и в сумме получится отхил на 40 тысяч хп. Но в условиях осады цвет воскрешения красный позволит вам выжить под ассистом Зерга и попытаться убежать. Правда, какой в этом смысл, я не понимаю. Зеленый же особой пользы не несет. Лишние 15 тысяч хп могут спасти, но чаще нет. А теперь мы переходим к заключительной части обзора, в которой я хочу рассказать уже свое мнение по поводу художника, плюс помучить некоторых людей. Я не думаю, что художник имбай приносит с собой жуткий дисбаланс в игру. Сейчас у нас есть снайперы, которые за 2,5 секунды бафа крита успевают сносить фулл хп своей цели. Художники, конечно, идут не сильно далеко, а может быть немножко вперед по урону, чем снайперы, но это будет заметно только в ПВП между одетым игроком и не сильно одетым, или не сильно рукастым. На более высоком этапе игры, когда и художник, и его противник будут иметь более-менее одинаковый шмот, как и хорошие навыки игры, решит скорее скилл, пинг и рандом, чем сам класс. Да, урон художника реально огромен, но его выживаемость оставляет желать лучшего, и рано или поздно даже средние игроки научатся контрить художников. Для примера, если я, будучи гладиатором, встречу художника в чистом поле, то я попытаюсь сразу его убить, используя абсолютно все защитные и атакующие скиллы, потому что я не вижу смысла держать их до последнего, слишком большой дамаг получу. Если увижу на себе луч, то использую какой-нибудь контроль, либо ускорялку и разорву дистанцию. Вариантов развития ПВП много, и это круто. Касательно универсальности самого класса, я думаю, здесь все так же, как было со снайперами в 4-й версии. Поначалу у них также был увеличенный урон и шанс крита некоторых умений в ПВП, но в 4.8 все это упразднили. Да, художникам на старте сделали много поблажек, но думаю, уже в 7.5 данный класс может получить ощутимый нерв. Ну или классы, которые испытывают сложности против художников, получат новые варианты для противодействия данному классу. Касательно контента. В ПВЕ художник прилично увеличит урон всей пати или алика, да и сам художник наносит очень хороший урон. Конечно, печально, что больше 2 художников держать в пати смысла нет, потому что лучи нельзя накладывать друг на друга, но с другой стороны, вот это реально бы разрушило игровой баланс. В пати PvP художники также будут очень полезны. Они смогут кидать метки на врагов, которые увеличат ДПС всей пачки по цели, и при этом он очень хорошо может мешать вражескому целителю хилить. Если в 7.0 напротив художника будет пати, где только один целитель, то мне уже жаль его противников. Неснимаемое увеличение каста на 100%, снижение силы исцеления на 400 единиц, которое также нельзя снять, куча умений на окаменение. Если хила не будет поддерживать союзный бард или другой хил, то этот хил ничего не сделает полезного для своей пати. Он будет просто игрушкой для издевательства художника. Но с другой стороны, если пати имеет стандартный набор саппортов в виде хил чан бард, то тут уже художник вряд ли что-то сделает полезное для своей группы, кроме разбрасывания меток. Ну и массовый урон у художника шикарен. Конечно, не гладиатор, потому что урон по области и цели могут просто выйти за пределы зоны, но тоже вполне неплохой. Мне очень понравилась скрытая стигма, гравитационная краска. Я уже представляю, как можно комбинировать данное умение с массовыми оковами и уроном гладиаторов. Представьте и вы,
ПВП только начинается, враги еще не успели разбежаться, как получают в лицо Юлу, который их стягивает к центру, и через секунду гладиатор прожимает резню с массовыми оковами и начинает жарить массовым уроном, а если глад не один, а 3 на всех 3 красные берсы, получается слишком вкусно. Да и в реальности чаще всего Юла улетит куда-нибудь в сторону, а гладиаторы дадут свой массовый урон в одну цель. Но зато звучит-то как красиво. И что по итогу? Я рад, что корейцы не забили на Айон и пытаются его развивать дальше. Да, это другой Айон, который не имеет ничего общего со старым Айоном, но он все еще живой. Да и художник получился в целом интересным классом. Видно, что над классом работали и продумывали его, а не сделали просто так, нарисовав циферки к умениям. Он не принесет с собой дисбаланс, но даст разнообразие и немного увеличит начальный порог вхождения в игру. Да, крабам и новичкам будет сложнее противостоять новому классу, но я напомню про снайперов, которые сейчас убивают врагов за секунды. С вами был Гладант, и это был обзор художника. Если вам понравилось видео, то можете поставить лайк и написать свое мнение о новом классе в комментариях. Для меня это очень важно. Также можете скинуть видос своим друзьям. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока. Давай. Отменить не могу. А у меня его нет. И причем он от меня к тебе не идет, тебе просто пизда. So we talked all night about the rest of our lives, where we're gonna be when we turn 25. I keep thinking times will never change. Что ты ждешь от художников и обновления 7.0 в целом? Ебать, нихуя ты спросил, блядь, братан, нахуй. И как ты хочешь, чтобы я на это ответил? Ну, чего-то нового. К примеру, новая локация, новый класс, анимации новые, там всякие. От художника я ничего не жду, я не буду играть, по крайней мере не сделаю его основой, это точно. Ну так, чисто попробую. Но я думаю, что это будет имба, как в свое время были барды. Дамага какого-то, внесение изменений в обновление красок, не знаю. Ну действительно дамаг, потому что новый класс должен как систему. Я уже просто знаю, что будет в дальнейшем, поэтому вряд ли что-то несет такое. От 7.0 жду ганг, надеюсь, больше баланса. От художника, наверное, ничего. Жду нового контента, каких-нибудь интересных ПВП, потому что я пробовала художника на ПТС, и это имба пока что. То, что они будут очередной имбой на протяжении долгого-долгого времени, поскольку корейцы у себя их нифига не собираются фиксить. Новую активность жду. И балансного художника. Да ничего не жду, я просто не собираюсь. Посмотрю, как бы прокачаю, посмотрю скиллы. Это обновление, да, они будут таким же, наверное. Ну, во-первых, я безумно рад, что корейцы продолжают употреблять то, что они там употребляли, и подарили нам просто потрясающий, на мой взгляд, класс художник, который может вызывать своими, как бы сказать, соплями, что ли, не только головную боль своих противников, но и также горящие пуканы. Также, мне очень понравилась вообще локация новая. И, в принципе, я очень жду эту обнову. Я даже не знаю, что там будет 7.0. Ничего, Валя. Я думаю, что обнова будет нормальная. Класс, возможно, будет имбалансным, как это было в 4.0 с ганнерами и бардами. Но я думаю, что мы поиграем достаточно. От 7.0, что я жду? Объединение как минимум, я думаю. Вот. От художника, не знаю. Что это будет интересный ДД-класс, который я смогу усиливать. Что мне будет бегать и убивать имбой. То, что, ганг типа оживится, но только на первое время. Новая локация. Самого художника на наконец-таки данж, который будет интереснее, чем все остальные. Это лаборатория, там где будет получше, чем вот эти вот, как в Хасмандир и как это, Фортиамат.
Топовости персонажа, новых эмоций от персонажа. Попробуй покачать как цена на новых локаций, времен Тиамаранты, то что алтарь будет похоже чем-то на источники Тиамаранты. Да я уже, в принципе, все знаю о художниках, что они будут делать, на что они способны. Дисбалансный класс, как всегда, который будет просто аннигилировать латников. Как всегда, на гладах будем страдать. Я жду от художника, что его в ближайшее время пофиксит, потому что он очень сильно дамажный. А в общем, от 7.0 жду, конечно, больше PvP активности и интересных данжей. Я вообще, честно, 7.0 даже не смотрю. Ну, интересных данжей, что-то нового. Ничего. Ничего хорошего. Не знаю, я планирую пересечь, но нравится по дамагу, да и все. Пока его не зафиксит, это конченая имба. Надеюсь, он будет жестким, я не знаю, я не планирую на него садиться. Я, жду от художника гребаных кисточек, которым будет засовывать в мою жопу, тем самым вызывая у меня анальное раздражение. От обновления очередного жду в очередной раз задротского фарма нового шмота. И надеюсь, слышал какой-то слух про голду 3/3, очень надеюсь, что это случится. От художников то, что они будут пиздить очень много, прям буквально пачки опрокидывать, пары массовых скиллов. То, что отхиливаться будут жестко. В принципе, довольно сильный несбалансированный персонаж, как по мне, выйдет. И очень много людей на него пересядет вначале. Просто посмотреть его скиллы. Много даже останется. Примерно как в 4.0 на ганнерах. Пилотов я не застал, когда выводили. Но на ганнерах и бардах много играло. Вот. И балансить его долго будут. Я надеюсь, его выпустят еще в урезанной версии, а то сейчас там, по-моему, у него скиллы некоторые просто баганые. От 7.0 жду, не знаю, больше PvP в открытом мире. Хотелось бы. А так опять куча активности по карте, то, что нужно будет РБХ убивать на телеке, на все пухи и так далее. Снова одеваться, но это же Йон, как обычно. В целом все.